Армения приглашает Францию к участию в проекте «Север-Юг». Делегация Армении, возглавляемая вице-премьером Тиграном Хачатряном, в рамках рабочего визита во Французскую республику встретилась с министром экономики, финансов, промышленности и цифрового суверенитета Франции Эриком Ламбаром. Как передает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития армяно-французского экономического сотрудничества, в том числе путем включения в двустороннюю экономическую повестку новых направлений взаимной торговли и инвестиций, а также расширения деловых связей между частными секторами двух стран. Тигран Хачатрян, указав на успешный опыт сотрудничества с французскими предприятиями, отметил необходимость обеспечения большего присутствия французских компаний в Армении, в том числе с точки зрения привлечения новых знаний и развития деловой культуры. Были упомянуты возможные новые направления сотрудничества. В частности, обсуждена возможность реализации строительства Баргушатского тоннеля в рамках реализации инвестиционной программы транспортного коридора «Север-Юг» с привлечением финансирования со стороны правительства Франции и ведущих французских строительных и инжиниринговых компаний. Эрик Ламбар, подчеркнув особую важность углубления экономических связей с Арменией, заверил, что представленные программы и впредь будут оставаться в центре внимания французского правительства и будут предприняты необходимые усилия для их реализации. Стороны достигли договоренности о предстоящих шагах и дальнейших форматах сотрудничества. К слову, кто помнит, я в прошлом году неоднократно говорил, что нужно привлечь как можно больше западного капитала в Армению. Это крайне важный фактор. 5 марта состоялся краткосрочный визит Ильхама Алиева в Турцию, во время которого состоялась церемония открытия газопровода Игдир-Нахидживан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии газопровода в ходе визита в Турцию назвал Нахидживан исторической территорией Азербайджана и вновь озвучил территориальные претензии к Армении. В частности, азербайджанский лидер пожаловался на то, что Нахидживан, якобы являющийся исторической территорией Азербайджана, уже более века, отделен от основной части страны и не имеет сухопутной связи. По версии Алиева, в этом виновата советская администрация, отделившая западный Зангезур от Азербайджана и передавшая его Армении. Таким образом, Алиев, которого цитирует турецкое государственное агентство «Анадолу», достиг одновременно двух целей. Заявил об исторической принадлежности как Нахидживана, так и Сюникской области Армении, тем самым озвучив очередные территориальные претензии к Армении. Под западным Зангезуром в Баку подразумевают именно Сюникскую область Армении. Далее Алиев заявил, что безопасность Нахидживана обеспечивает Турция. Напомним, что по некоторой информации в Нахидживане находится большое число турецких солдат, вероятно, больше, чем того желал бы Алиев, и столь пристальный интерес Турции к Нахидживану многое говорит, особенно армянам. Организация Transparency International, которая занимается борьбой с коррупцией, уходит из Азербайджана. Как сообщили азербайджанские СМИ, соответствующее решение принято на заседании местного подразделения организации. Ранее Азербайджан закрыл офисы BBC, а также запретил деятельность Россотрудничества и USAID. Кроме того, Баку намерен запретить у себя деятельность Международного комитета Красного Креста. Нам необходимо анализировать все это. В последние дни из Азербайджана были изгнаны почти все западные СМИ, корпункты и представительства. Почему? Причина одна. После давления на российские СМИ и Русский дом с последующим их изгнанием Алиев сильно испугался, особенно после сигнала из Анкары, где дали понять, что это был фальстарт. Сближение США и России встревожило Эрдогана, и не случайно Лаврову пришлось срочно лететь в Анкару, чтобы его успокоить. Но к Алиеву он заезжать не стал. Это сигнал, что фальстарт Алиева зафиксирован и не прощен. Испугавшись, Алиев решил сжечь западный лес, чтобы скрыть выкорчевывание нескольких березок. «Я не против вас, я против всех». Старый способ, старая отговорка. В результате под удар попали даже британская BBC и другие западные СМИ. Алиев – политический кентавр. Будучи любителем благ западной цивилизации, он глубоко погружен в российскую экономику.
Поэтому он боится русского кнута больше, чем западных пряников. Некоторые московские эксперты говорят о силовом решении вопроса с Алиевым, но до этого вряд ли дойдет. Влиять на Азербайджан проще всего через давление на бизнес-структуры, связанные с Гейдарычем. Однако, скорее всего, это не потребуется. В ближайшее время Алиев сам опустит колени перед Кремлем. По мнению многих экспертов, запрет мировых СМИ и международных организаций в Азербайджане свидетельствует лишь об одном – Алиев готовится к войне. Причем к масштабной, а не к единоразовой вылазке или провокации. Тем хуже для него. Не будет повторения ни 2020-го, ни 2022-го. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернанд Картейзер направил письмо высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в котором привлек ее внимание к ситуации с незаконно удерживаемым в Баку Рубином Варданяном и другими армянскими пленными. Как сообщает корреспондент Арменпресс в Брюсселе, евродепутат подчеркнул, что состояние Варданяна вызывает серьезную обеспокоенность. Картейзер указал на срочные проблемы, связанные с его задержанием и судебным разбирательством, которые, по его словам, не соответствуют международным правовым стандартам. В письме также отмечается, что объявленная Варданяном голодовка усугубила ситуацию, резко ухудшив его состояние здоровья и создав непосредственную угрозу его жизни. Наряду с господином Варданяном в Азербайджане незаконно удерживаются еще 22 армянина, чьи права грубо нарушаются. Их заключение противоречит нормам международного права. Учитывая всю серьезность ситуации, я был бы глубоко признателен за вашу поддержку в этом вопросе. Уверен, что конкретные шаги со стороны ЕС могут сыграть решающую роль в освобождении этих заключенных. Все больше опасений вызывает тот факт, что они могут использоваться в качестве заложников, говорится в письме Картейзера. Депутат призвал Каю Каллас рассмотреть возможность обращения к Азербайджану с требованием немедленного освобождения армянских пленных, а также содействовать их безопасному возвращению в Армению. В завершение письма Картейзер отметил, что сложившаяся ситуация является следствием напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном. Он выразил надежду, что Евросоюз продолжит прилагать усилия для их нормализации и предпримет необходимые шаги для защиты прав и безопасности Армении в условиях риска новой эскалации. Постскриптум. Посылы суда над армянскими военнопленными в Баку ни в коем случае нельзя воспроизводить в армянском медиапространстве. О суде нужно постоянно говорить и писать, разъясняя внешней аудитории его истинные цели и суть, но ни при каких обстоятельствах не повторять тезисы, транслируемые официальной азербайджанской пропагандой. Распространяя эти тезисы, мы фактически признаем легитимность этого сфабрикованного судебного процесса. Не следует обвинять военнопленных и военно-политическое руководство Арцаха за заявления, сделанные там, и не следует приписывать им высказывания, которых они не делали. Эти приписываемые им заявления, которые распространяются в искаженном виде или вырванными из контекста, на самом деле служат исключительно целям Азербайджана, который стремится доказать ответственность Армении в различных процессах. В последние годы термин «гибридные операции» сильно обесценился, но в данном случае мы имеем дело именно с применением гибридных методов. Поэтому призываем всех не распространять в армянском медиапространстве эти сфабрикованные судебные дела. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости.